Всем привет! Вы на канале Даша Техник. И сегодня я хочу вам рассказать про сельскохозяйственную технику, которую показали на агросалоне 2024 года в Москве. Здесь представлена и техника российского производства, а также много китайских производителей. Я даже нашла одного американца. Так что давайте вместе смотреть этот обзор техники. Поехали! Эта выставка – яркий штрих эпохи, и, наверное, этот обзор будет интересно посмотреть лет так через 5. Как, например, мое видео про выставку китайских автомобилей в Москве Moscow China Motor Show. Удивительно, но спустя 3 года санкций отечественное машиностроение не просто живо, а может создавать конкурентоспособную продукцию. И еще довольно неоднозначно выглядит эта выставка на фоне сгоревшего Крокус Сити Холла, что добавляет красок этой выставки. Но давайте обо всем по порядку. И начнем с самого нелогичного экспоната выставки о сельскохозяйственной технике. Это первый российский спорт-прототип BR-03, который собирается в Москве на базе инженерного подразделения программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing. Но странно, что тот же Яндекс называет первым российским спорт-прототипом Ладу Revolution, которая колесила по трекам в нулевых годах. Но тем не менее BR-03 – это плод трудов российских инженеров. Эта машина создана специально для выступлений в гонках на выносливость, и именно в российских чемпионатах. Над автомобилем работала российская команда BR Engineering, которая состоит на 100% из российских технических специалистов с привлечением в том числе специалистов и учащихся российских вузов. Коробка передач автомобиля зарубежного производства. Но это в силу того, что в России пока нет аналогов, подходящих под поставленную задачу. Но тем не менее, почти все остальные узлы и агрегаты созданы в России. И помните, что это видео об этой выставке – это отпечаток нашего времени. И буквально пару лет назад о массовом засилии китайских автомобилей не могло быть и речи. А сейчас реклама китайского пикапа Jack T9 уже выглядит нормой. И организаторы стенда даже стилизовали пикап под нужды фермера. Правда, я не уверена, что рядовой фермер сможет уплатить за это чудо китайского инженерного гения почти 3,5 миллиона рублей. А внимательные подписчики моего телеграм-канала могут вспомнить мое фото с 2 тракторами-кировцами, которые я нашла на случайном поле в Подмосковье. Петербургский тракторный завод производит технику под брендом «Кировец». Это ведущий отечественный разработчик и производитель сельскохозяйственной техники. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technik. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. А перед вами Кировец К5. В перечне базового оснащения эффективная климатическая система, улучшенная шумоизоляция, энергопоглощающие опоры, кресло оператора на пневматической подвеске, а также современная система управления машиной. А за счет оснащения машины оригинальной автоматизированной коробкой передач достигнута возможность решать широкий круг задач. Агрегат в основе своей идентичен тому, что стоит на более мощной машине К7М, и спроектирован и изготовлен он в собственном производственном цехе завода, оснащенном по последнему слову техники. Коробка передач агрегатирована современным, надежным, экономичным дизелем ЯМЗ-53-645 мощностью в 250 лошадиных сил, который был создан Ярославским моторным заводом специально для тракторов Кировец К5. Поскольку габариты трактора не выходят за рамки требований к дорожным машинам, его можно задействовать и на выполнении всевозможных транспортных операций, в том числе связанных с буксированием различных прицепов и переброской рабочего оборудования по дорогам общего пользования. А это старшая модель завода Кировец К7М, и по внешнему виду новый флагман Петербургского тракторного завода сегодня не уступает и мировым аналогам. Благодаря отличным тяглово-транспортным характеристикам кировцы круглосуточно применяются в самых тяжелых транспортных и вспомогательных работах. Каждый трактор Кировец оснащен штатной системой удаленного контроля параметров Кировец Агромонитор, и в режиме онлайн можно отследить местоположение трактора, его текущую скорость, расход топлива, основные рабочие параметры и аварийные сигналы. Петербургский тракторный завод, или же ПТЗ, который производит знаменитые тракторы «Кировец», решил расширить линейку выпускаемой техники для сельского хозяйства и представил зерноуборочный комбайн.
И, вероятно, этот комбайн составит конкуренцию единственному российскому производителю сельскохозяйственных комбайнов – компании «Россельмаш», которая самостоятельно разрабатывает и производит эту технику и является безусловным лидером в России в этом сегменте. Перспективный план выпуска комбайнов Кировец К100 около 500 единиц в год. Процент и сроки реализации производства пока неизвестны, но что касается цены, то стоит сейчас комбайн Кировец К100 в Росагролизинге не менее 14 миллионов рублей, а в комплекте идет 7-метровая жатка и прицеп-тележка к ней. Петербургскому трактору в этом году 100 лет, и в знак этого события петербуржцы привезли один из своих первых тракторов – «Универсал-2». Тракторы «Универсал» выпускались с 1934 года по 1940 на ленинградском заводе «Красный Путиловец», а с 1944 по 1955 год на Владимирском тракторном заводе. Трактор оснащался 4-цилиндровым керосиновым двигателем мощностью 22 лошадиные силы и трансмиссией с 3 передачами переднего хода и 1 задней. Диапазон рабочих скоростей трактора У-2 составлял до 8 км в час при эксплуатационной массе в 2108 кг. Именно «Универсал-2» стал первым советским трактором, поставлявшимся на экспорт, а общее количество выпущенных «Универсалов» более 200 тысяч штук. Заводы «Гомсельмаш» и «Брянск-Сельмаш» выпускают более 2000 единиц зерноуборочных комбайнов GS-12А1 в год, а всего на российских и белорусских полях работают более 20 тысяч этих машин. А почему эти машины популярны? На комбайне установлена новая комфортабельная кабина «LuxCab», и в первую очередь конструкторы позаботились об удобстве механизатора. Кабина оборудована кондиционером, имеется комфортабельное сиденье на пневмоподвеске и удобная рулевая колонка с регулировкой. Панель включения освещения очень информативна и интуитивно понятна, а кнопки включения освещения расположены на панели там, где они находятся на комбайне, а новый пульт управления функциональный и эргономичный. Выходы USB для зарядки мобильных телефонов и прочих устройств в кабине уже являются стандартным требованием, а сенсорный монитор с новой системой позволяет еще более эффективно получать информацию и контролировать рабочие органы комбайна. А мне также удалось прокатиться в кабине этого комбайна, так что давайте послушаем мнение человека, который работает на этой машине каждый день. Ух ты. Прям очень комфортно по асфальту едет. Он и по полю комфортно едет. Здесь есть система навигации, он сам может сам рулить, сам ехать. То есть вы ему задаете какие-то координаты? Да, он под GPS навигацией идет, и не надо ничего, просто сидишь, смотришь на монитор, и все. Здорово. Кондиционер, холодильник, что хотите. Есть все. Здорово. Что ищите, ну и в YouTube видео. Сегодня Гомсельмаш делает акцент на развитии электронных систем управления. Показательный пример – прогрессивный комбайн премиум-класса Гомсельмаш GS2124 «Светогор», который был представлен на агросалоне. А гибридную серию зерноуборочных комбайнов Гомсельмаш дополнит и новая модель GH800, которая в этом году впервые приняла участие в уборочной кампании. И также линейку кормоуборочной техники представила модернизированная версия серийного комбайна GS800 Добрыня производства Брянск-Сельмаш. И с этими бактериями я как раз и сфотографировалась. Использованное решение позволяет выпускаемому серийно Светогору и новому Добрыне эффективно обмолачивать влажное зерно и чисто убирать засоренные поля, а при высокой производительности демонстрировать и большую скорость уборки. В числе экспонатов выставки также был представлен комбайн GS12А1 «Пересвет» в усовершенствованной модификации «Делюкс», которую освоила компания Брянск-Сельмаш, взяв за основу белорусский прототип GS12А1 «Профи». Расширенная комплектация модели включает все системы, так необходимые комбайнеру для легкой и продуктивной работы. А также я не смогла пройти мимо модели этой техники. Ценники, конечно, на них зашкаливают.
И, конечно же, на выставке были представлены тракторы «Беларус». И очень странно, что они отказались от синего цвета. Им же бесплатно сделали рекламу и подарили запоминающийся мем. Но они почему-то решили выкрасить свои машины в красный цвет. Так что можно теперь их спутать и с продукцией Петербургского тракторного завода, и даже с многочисленными китайцами. Даже мерч от минчан выполнен в красном цвете, и это не очень логично в плане маркетинга. Оказывается, белорусы бывают разными и даже такими маленькими. Мини-трактор «Беларус» 182 безрамной конструкции с полным приводом 4х4. Оснащается современной светотехникой. Капот двигателя стал полноценным, а дуга безопасности расположена в центральной части трактора. Но главное изменение не в дизайне, а в силовой установке. Мини-трактора «Беларус» 182. На него установлен двухцилиндровый V-образный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением «Лифан» китайского происхождения. В Минске даже производят газонокосилки, такие как это. Производственное объединение МТЗ занимается в том числе и выпуском тяжелой гусеничной техники для сельского хозяйства. Основная площадка холдинга, которая занимается этим направлением, называется Мазырский машиностроительный завод «Беларус-2103», выпуск которого был налажен в 2013 году. И эта модель предназначена для выполнения тяжелых сельскохозяйственных работ с разным навесным и прицепным агрегатом. Стоимость гусеничного трактора чуть более 13 миллионов рублей. Мощный трактор модели «Беларус» 3322 – это энергонасыщенный трактор с автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT китайского производства. Помимо китайской коробки передач, на трактор МТЗ «Беларус» 3322 установлен и китайский мотор. Это шестицилиндровый дизель «Вичай» объемом в 7,8 литра и номинальной мощностью в 326 лошадиных сил. А в Беларуси уже есть моторостроительный завод «Вичай», который производит двигатели для грузовых автомобилей и спецтехники. И почему при этом не были использованы двигатели Минского моторного завода или же Российского Ярославского или Тутаевского моторного завода, неизвестно. Но, наверное, потому что состыковать китайский мотор с китайской же коробкой передач гораздо проще и легче. На выставке «Агросалон 2024» компания «Ростсельмаш» представила трактор с классической компоновкой «Ростсельмаш 1370». Под капотом трактора установлен шестицилиндровый двигатель КАМАЗ-689 номинальной мощностью в 371 лошадиную силу, а также применена автоматическая трансмиссия. Трактор оборудован гидравлической системой производительностью в 284 литра в минуту с электронным управлением секциями, а также имеет 6 пар гидровыходов, что открывает широкие возможности для работы с различным навесным оборудованием. Трактор РСМ-2400 появился в модельном ряду Ростсельмаша относительно недавно. Полноприводная техника с принудительной блокировкой, сочлененной рамой и мощным турбодизельным движком поражает своими параметрами. Двигатель установлен в недрах этого ярко-красного красавца, известен своей надежностью и качеством. И это Каменс объемом 10,8 литра. И он развивает более 400 лошадиных сил. Рядный шестицилиндровый агрегат может выдавать на пике более 2000 ньютон-метров крутящего момента. И для справки движок ставят на свою продукцию ведущие корейские, европейские и американские производители грузовиков, экскаваторов, тракторов и прочей спецтехники. Торум 785 – это самый мощный комбайн России для экстремальных условий. В 2022 году на полях Орловской области зерноуборочный комбайн, оснащенный 9-метровой жаткой, за 8 часов работы при идеальной логистике намолотил чуть более 400 тонн озимой пшеницы. Это является официальным достижением, занесенным в Книгу рекордов России. Для работы в сложных природных условиях комбайн оснащен полным приводом с регулировкой колеи и клиренса заднего ведущего моста. И на выставке «Агросалона 2024» в Москве компания «Ростсельмаш» была награждена серебряной звездой за предъявленную новинку – комбайн Торум 785 со сменным полугусеничным ходом, который опционально можно установить вместо передних колес. Зерноуборочный комбайн РСМ-161 мощностью в 400 лошадиных сил предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур – колосковых, бобовых, масляничных, крупяных и пропашных. Эта машина с производительностью до 36 тонн в час основного времени способна обрабатывать за сезон до 2000 гектаров полей. Создатели в нем видели не некую чистюлю-красотулю, вон, мол, на поле машина заехала и только все внимание к ней, а наоборот, комбайн РСМ-161 специально создавался для работы в сложных условиях, например, при уборке с повышенной влажностью пшеницы.
На испытаниях, да и сейчас, уже в полях, он доказывает, что чем хуже условия, чем ярче проявляются его преимущества. И при этом комбайн мягкий на ходу и послушный в управлении. Другими словами, это просто честный работяга. А это Барс ОС 4000М, и это самоходный опрыскиватель сборки завода «Казань-Сельмаш». Эта машина обеспечивает химическую защиту для разных культур в любом жизненном цикле, а также насыщает всеми необходимыми минералами. Такая модель идеально сочетает в себе важные качества – комфорт, простоту и современные технологии. Опрыскиватель имеет низкую стоимость по сравнению с иностранными аналогами, хотя не уступает им и по качеству, и функционалу, и опциям. Он прост в обслуживании, ведь в опрыскивателе используется большое количество отечественных комплектующих. Запчасти в наличии на складе дилеры обеспечивают минимальный срок замены вышедших из строя комплектующих. А теперь давайте послушаем рассказ казанского инженера. Рамы производим сами, варим, мосты делаем тоже сами. Вот эти вот узлы сейчас у нас варит уже сварочный робот. Ой, потому что их очень много, и люди не успевают. Ну, конечно, конечно. Надо следить. Вот. Машина получается универсальная. Здесь у нас сейчас 2 метра клиренс. Вот. Меняем вот эту вот часть, у нас будет 1,8 метра клиренс. То есть под любые задачи подпроизводителя мы подправимся. Высокий клиренс для обработки подсолнечника, высокой стебелевой кукурузы, вот. Широкая колея, чтобы не раздавить именно посевы. Ну да, и маленькие колеса, довольно узкие. Да, А устойчивые они? Такая была тоже задача, чтобы спрятать гидромотор внутри, то есть чтобы он не сшибал именно урожай. Большая работа была, поэтому проведена в этом году. Колесо как бы ушло вовнутрь, такое выпуклое получилось. И вот это вот именно из-за требований наших аграриев. Это правильно. Вот. Машина на гидроходу, то есть у нас идет, на носу стоит двигатель. Двигатель сейчас называется КАМАЗ, бывший Каменец. Да, я смотрю, он у всех Челнинский. практически. Да, вот. То есть моя задача была, чтобы этот двигатель к нам подошел, его адаптировать под нас. Вот. Дальше идут гидронасосы, которые приводят в движение вот эти вот колесные гидромоторы. То есть они создают огромное давление. Пневматика такая, да. Гидравлика. Создают Ну да, да. огромное давление, при котором вот это вот колесо может провернуть, то есть на небольшой площади. Вот. Дальше уже у нас идут вспомогательные насосы. Причем работал рулевой системы. Нет, это у нас именно система подъема штанг, крыльев сзади, привод водяного насоса. Вот. И просто, получается, машина именно предназначена для удобрений и Да, мы сначала посевы удобряем, и когда надо уже выходить обрабатывать, мы жучков всех уже заливают химикаты и уже травят это. грубо говоря, против колорадских жуков, да, и тому подобное. Главное Понятно. соблюдать именно требования, агротребования. И любопытно, что помимо китайских производителей, что логично в наше время, была представлена и продукция и американских, и даже немецких машиностроителей. И, конечно же, не обошлось без выступлений китайских роботов-собак. И вот такой обзор достижений отечественного агропромышленного комплекса у меня получился. И надеюсь, вам понравился мой репортаж. А если это так, то я рекомендую подписаться и на мой канал в любой удобной для вас социальной сети. А поддержать мою деятельность вы можете на моей страничке на Бусти. Ссылочка есть в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.